Перевод: все площади, улицы и переулки, а также возвышения для сидения на перекрестках были чисто вымыты и опрысканы сандаловой водой. Чтобы осветить атмосферу города, повсюду были разбросаны зерна риса и ячменя, а также цветы, фрукты и многие другие ритуальные подношения. Druvaya prati dristaya tatra tatra pura striyaha siddhartha akshata dadyambu dhruva pushpa valanicha. Orders two. Upajaru payunjana vatsaladyad asisha sati svavam stad valgu gitani pavisad bhavamam putam pitu. Go ahead. Когда Dhruva Махараджа проезжал по городу, прекрасные обитательницы ближайших домов собирались по обеим сторонам дороги, чтобы посмотреть на него. Движимые материнским чувством, они благословляли мальчика, осыпая его семенами белой горчицы, ячменя, молодой травой, фруктами и цветами, опрыскивая водой и кислым молоком. Провожаемый мелодичным пением горожанок, Dhruva Махараджа вошел во дворец своего отца. Mahimani Rata Maye Satasmin Bhavano Tame Lalito Nitvaram Pitra Nyavasad Dividevavat. Так Dhruva Махараджа снова поселился в отцовском дворце, стены которого были отделаны драгоценными камнями. Окруженный любовью и заботой отца, он проводил свое время так же, как проводят его полубоги в своих дворцах на высших планетах. Paya Fena Nibad Swaya Danta Rukma Parichadaha Asanani Maharani Yatra Rukmo Upashritaha. Постель его была мягка и белоснежна, как молочная пена. Все кровати во дворце были сделаны из слоновой кости и инкрустированы золотом, а стулья, скамейки, кресла и прочая мебель отлиты из чистого золота. Перевод: царский дворец был окружен мраморными стенами, украшенными многочисленными мозаиками из драгоценных камней, сапфиров и других самоцветов. Эти картины изображали прекрасных женщин, которые держали в руках зажженные светильники, также сделанные из драгоценных камней. Purport: the description of King Uttanapada's palace depicts the state of affairs many hundreds and thousands of years ago, long before Srimad Bhagavatam was compiled. Since it describes that Maharaj Dhruva ruled for 36,000 years, he must have lived in the Satya Yuga, when people lived for 100,000 years. The life duration in the four yugas are also mentioned in the Vedic literatures. In the Satya Yuga, people lived for 100,000 years. In Treta Yuga, they lived for 10,000 years. In Dwapara Yuga, they lived for 1,000 years. And in this age, Kali Yuga, people may live up to 100 years. With the progressive advance of each new yuga, the duration of human life is reduced by 90%. From 100,000 to 10,000, from 10,000 to 1,000, and from 1,000 to 100. Комментарий описания дворца царя Уттанапады дает нам некоторое представление о том, как жили люди сотни тысяч лет назад, задолго до того, как был создан Шримад Бхагаватам. Судя по тому, что Dhruva Махараджа правил на протяжении 36 тысяч лет, он должен был жить в Сатья-югу, когда продолжительность жизни людей составляла 100 тысяч лет. Сведения о том, сколько жили люди в каждую из 4 юг, приводятся в ведических писаниях. В Сатья-югу люди жили в среднем по 100 тысяч лет, в Трета-югу – 10 тысяч лет, в Двапара-югу – 1000 лет, а в этот век, Кали-югу, продолжительность жизни людей сократилась до 100 лет. От юги к юге продолжительность человеческой жизни уменьшается на 90%, от 100 тысяч до 10 тысяч, затем от 10 тысяч до 1000 и, наконец, от 1000 до 100. So here we see that how Maya works in the Kali Yuga. It's getting worse and worse, but the illusion is we're progressing. Можем видеть, как работает майя, то, что в Кали-югу продолжительность жизни уменьшается, но иллюзия, она все больше увеличивается.
And there's even parties, a progressive party. They want to keep progressing. И даже есть такие прогрессивные партии, политические партии, да, там прогрессивные, то есть прогрессоры, так называемые, они хотят развивать прогресс. But Prabhupada used to joke that they're progressing to hell. Прабхупада обычно шутил, что они прогрессируют по дороге в ад. They think they're going to create the kingdom of God without God. Они считают, что смогут создать царство Бога без Бога. But it's impossible. Но это невозможно. But one good quality of Kali Yuga, Но одно хорошее качество в Кали-югу we learned from the 12th canto, right? мы узнаем это из 12-й песни. Kali dosha niderajan asti hekon mahaguna kirtanaya eva yuktasya. What is it? Mukta Sangha Padan Vijay. So that in the Kali Yuga, it's an ocean of faults. Что Кали-юга — это океан недостатков. Ocean of faults means everybody has a, you can say, bad karma. Океан недостатков значит то, что у каждого плохая карма. Everybody is coming from sinful life. Все приходят от того, что они занимались греховной жизнью. But Mahaguna, there's one great quality. Но есть Махагуна, одно хорошее качество. That this Krishna Kirtan can give us the supreme result. То, что Кришна Киртан может дать нам высшие плоды. Why can the Krishna Kirtan give us this wonderful result? И почему Кришна Киртан может принести нам такие замечательные плоды? Thank you. Yes, it's coming from the spiritual world. All we have to do is enter into it, and we'll get relief from the influence of Kali Yuga. Да, он не сходит из духовного мира, и что нам только остается со своей стороны, это войти в этот киртан и тем самым освободиться от влияния Кали-юги. Prabhupada used to say this is the safest place in the material world, in the kirtan. Прабхупада обычно говорил то, что в киртане самое безопасное место в материальном мире. So I see you're all taking advantage of this knowledge. Я вижу то, что вы пользуетесь этим знанием. And I have to say, of all the temples we've gone, this temple has the most kirtan. И я хотел сказать вам, что во всех храмах, в которых я только не бывал, в этом храме самые лучшие киртаны. That means there must be many advanced devotees here. Поэтому, скорее всего, здесь очень много возвышенных преданных. You have a taste, because without having a taste, you want to do something else. У вас есть вкус, потому что если у вас не было вкуса, вы хотели бы делать что-то другое. You chant for 20-30 minutes, then you say, okay, let's do something else. Попоете 20-30 минут, и потом захотите делать что-то другое. But here, the kirtans go on and on. Но здесь киртан продолжается и продолжается. Minks Yatra Ki. It is said that Dhruva Maharaj was the great-grandson of Lord Brahma. This indicates that Dhruva Maharaj's time was the Satyuga, in the Satyuga, and in the beginning of the creation. During one day of Lord Brahma, as stated in the Bhagavad Gita, there are many Satyugas. According to Vedic calculation at the present moment, the 28th millennium is current. It can be calculated that Dhruva Maharaj lived many millions of years ago. But the description of the palace of Dhruva's father was so glorious that we cannot accept that advanced human civilization did not exist even 40 or 50,000 years ago. There were walls like those in the palace of Maharaja Uttanapada. Even very recently, during the Mughal period, anyone who had seen the Red Fort in Delhi must have marked that the walls are made of marble and were once decorated with jewels. During the British period, all these jewels were taken away and dispatched to the British Museum. Известно, что Dhruva Махараджа был правнуком Господа Брамы. Это значит, что он жил в первую Сатья-югу от творения мира. За один день Господа Брамы, как сказано в Бхагавад-гите, сменяется много Сатья-юг. По ведическим расчетам сейчас идет 28-я Маха-юга. Таким образом, Dhruva Махараджа жил много миллионов лет назад. Но описание дворца царя Уттанапады, отца Друвы, полностью опровергает представление о том, что всего каких-нибудь 40 или 50 тысяч лет назад на Земле не существовало развитой цивилизации. И еще совсем недавно, во времена моголов, можно было видеть стены, подобные тем, что окружали дворец царя Уттанапады. Каждый, кому приходилось бывать в Красном форте в Дели, должен был заметить, что стены дворцовых зал облицованы мрамором и некогда были украшены драгоценными камнями. В период британского владычества драгоценные камни были вынуты и отправлены в Британский музей. So, Prabhupada remembered
when he was a child, the capital of the British Empire, or the Indian section of the British Empire, was in Calcutta, so he was there living. Прабхупада вспоминал о том, что когда он был ребенком, то столица этой индийской колонии Британской империи была в Калькутте. So when we opened a temple in London, 1969, it was very close to the British Museum. И когда мы открыли в Лондоне храм в 1969 году, то он находился очень рядом, очень недалеко от Британского музея. And there were many jewels in that British Museum. И там в этом Британском музее было много драгоценных камней. And Gurdas, he was a temple devotee there, along with his wife Yamuna. He found in that British Museum one really valuable jewel. И Гурудас, он жил в этом храме со своей женой Ямуной, он нашел в этом музее один очень-очень драгоценный камень. It was a book by Bhaktivinoda Thakur. Это была книга, написанная Бхактивинодом Такуром. So Prabhupada was very happy to Прабхупада был тоже очень счастлив, find that. чтобы найти эту книгу там. Next. The conception of worldly opulence was formerly based mainly on natural resources such as jewels, marble, silk, ivory, gold, and silver. The advancement of economic development was not based on big motor cars. Advancement of human civilization depends not on industrial enterprise, but on possessions of natural wealth and natural food, which is all supplied by the Supreme Personality of Godhead, so that we may save time for self-realization and success in human form of body. В былые времена о богатстве людей судили потому, сколько у них драгоценных камней, мрамора, шелка, слоновой кости, золота и серебра. Уровень экономического развития государства определялся не количеством выпускаемых автомобилей. Критерием процветания человеческого общества является не количество промышленных предприятий, а запасы природных богатств и натуральных продуктов, которыми снабжает людей Верховный Господь, чтобы они могли посвятить все свое время духовному самосовершенствованию и исполнить миссию человеческой жизни. We see practically they're advancing in some ways, but then they're polluting the air and water so much. Мы можем видеть то, что да, люди, они прогрессируют в какой-то отрасли, но при этом они очень сильно загрязняют воздух и воду. Without air and water, what is our position? Без воздуха и воды что с ним произойдет? But it's becoming more and more polluted. И все больше и больше загрязняется. So this is the influence of Kali Yuga. They think they're making progress, but actually they're going backwards. Это признак Кали-юги. Люди считают, что они прогрессируют, но при этом на самом деле они идут назад. Therefore, Prabhupada wanted plain living and high thinking. Поэтому Прабхупада хотел простая жизнь и возвышенное мышление. He once told me, that's our formula, plain living, high thinking. Однажды он сказал мне это, что это наша формула, простая жизнь и возвышенное мышление. He was chastising me. Он отчитывал меня. He said, our formula is plain living, high thinking, but you're simply attached to the cities. Он сказал, что наша формула – простая жизнь, возвышенное мышление, но ты просто привязан к городам. Prabhupada wanted me to stay in Mayapur, but at that time there was nobody there. I was thinking, what am I going to do here, way out in the country? Прабхупада хотел, чтобы я остался в Майяпуре, но я думал, что кто там в Майяпуре, кому там проповедует, чем там делать, поэтому я хотел уехать с этой деревни. So it's true. I wanted to go to the city where we could sell books and have Harinam. И да, это правда, я хотел уехать в город, где мы могли бы распространять книги и проводить харинамы. But I saw Prabhupada wanted me to stay there, so I stayed there. Но я увидел то, что Прабхупада хотел, чтобы я остался Anyway, the там, point и is остался. that we're not really advancing. Ну, главный момент то, что мы не прогрессируем по-настоящему. But the illusion is we're advancing because we have cell phones and so many things. Но это иллюзия, что мы прогрессируем, нам кажется, потому что у нас есть сотовые телефоны и другие такие штучки. Another aspect of this verse is that Dhruva Maharaj's father, Uttanapada, would very soon give up attachment for his palaces and would go to the forest for self-realization. From the description of Srimad Bhagavatam, therefore, we can make a very thorough comparative study of modern civilization and the civilization of mankind in the other millenniums, Satya Yuga, Treta Yuga, and Dwapara Yuga. У этого стиха есть еще один аспект. Отец Dhruva Махараджи, Уттанапада, в скором времени покинет свои любимые дворцы и отправится в лес, чтобы остаток своих дней посвятить самоосознанию.
Таким образом, на основании Писаний, на основании описаний, приведенных в Шримад Бхагават, можно провести детальный сравнительный анализ современной цивилизации и цивилизаций других эпох – Сатья-юги, Трета-юги и Двапара-юги. So this we see practical. Which old man is thinking, now I have to go prepare for death and leave my family. Мы можем увидеть практически, какой сейчас пожилой человек, старик, он думает о том, чтобы уйти со своей семьи, подготовиться к смерти и заниматься духовной практикой. No one's thinking of it like that. Никто так не думает. They're ready to stay in the house until the death. Они готовы оставаться у себя дома до самой смерти. But then naturally, because wife and family is there, they'll have another family, because they'll remember them at the time of death. Но естественно, что произойдет, так как они остаются в своем доме, в своей семье, они опять вернутся в какой-то дом и какую-то семью, потому что они будут помнить о доме и о семье. Yam yam vapi smaram bhavam. To say it loud. So in this way, we're going to continue, but nobody has idea that we can get out of this cycle of birth and death. Да, вот. Смысл в том, что ни у кого нет понимания о том, что происходит круговорот рождений и смертей. But in the Vedic culture we see so many examples, like Bharad Maharaj, most opulent kingdom, but they went for self-realization. Но в ведической культуре описывается много примеров тому, как, например, Бхарата Махарадж, у него было очень роскошное, очень процветающее царство, но он все это оставил, ушел в лес, чтобы заниматься самоосознанием. You can imagine, he was the king, used to having servants at every turn. Now he was just alone in the forest. И только представьте себе, он был царем, и ему все его нужды были исполнены многочисленными слугами, но теперь он уходит в лес, остается один. Must be a big austerity. Скорее всего, для него это была большая аскеза. So in the Kali Yuga, we don't have to perform such severe austerity. И в Кали-югу нам не нужно совершать такие суровые аскезы. Because we can remain in our home, but we have to make our home like a temple. Потому что мы можем оставаться у себя дома, и мы можем превратить свой дом в храм. And of course, if we can go out for preaching, that's wanted. И, конечно же, желательно, чтобы мы тоже выходили и проповедовали. Vanaprastha sannyas. Стали ванапрастхой саньяси. But that's not so austere, because you can preach everywhere you go, you'll find they have nice facility for preachers. Но это тоже небольшая аскеза, потому что куда бы вы ни поехали, вы везде увидите замечательные возможности для проповеди. So my point is that the Kali Yuga is a big, you can say, obstacle because of the manda sumanda mataya, manda bhagya uparita. Everything is bad, lazy, misfortune. But the one, because we've connected with Srila Prabhupada, then it becomes fortune. Но что я хочу подчеркнуть, это то, что Кали-юга, это здесь все плохо. Манда сумандам матайо, манда бхаги, хюпадрутах. Люди, они ленивые, они вздорные, они неудачливые. Но у нас есть великая удача, то, что мы соприкоснулись с этим движением, основанным Шрила Прабхупады. So it's all Srila Prabhupada's mercy. Это все милость Шрила Прабхупады. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur's mercy. Милость Шрила Бхактисиддханта Сарасвати. Lord Chaitanya's mercy, Lord Nityananda's mercy. Милость Господа Чайтаньи, Господа Нитянанды. So just take advantage of it, and then your future is very bright. И поэтому воспользуйтесь этим, и ваше будущее будет очень светлым. Okay, any questions? Есть какие-то вопросы? Должны ли мы стремиться к более естественной, простой жизни на земле, или в будущем, как нам оставаться в городах, выращивать детей в Раджасе? Какова должна быть наша тенденция? Надо ли нам стремиться постепенно уезжать из городов в деревни, или все-таки можем оставаться здесь и выращивать своих детей? Да? What should be our tendency? Shall we try to go? What should be? Our tendency, like direction. Shall we try to go to the country from the cities and live more natural life, or shall we still stay in the cities and grow up our families and try to preach? Well, both things. Prabhupada wanted the preaching in the city because that's where the people are. И надо и то, и другое, потому что Прабхупада хотел, чтобы была проповедь в городах, поскольку это место, где люди живут. But he also created many farm communities where we could practice plain living, high thinking. Но он также создал много ферм, в которых можно было практиковать простую жизнь и возвышенное мышление. So that will depend on your nature and facility, and consult with the
authorities and decide where you want to go. И это будет зависеть от вашей природы и от того, насколько можно ли, есть ли какие-то места, куда поехать или нет, и поэтому вы можете посоветоваться со старшими преданными, и они подскажут, как поступить. But we definitely have to keep the centers in the city because this is where we can recruit people. Но, несомненно, нам необходимо, чтобы у нас были центры в городах, потому что это место, где мы можем, места, куда могут приходить новые люди. So that they can, if they like, they'll have the choice to go to the farm. Так, чтобы, когда им понравится, чтобы они могли потом поехать на ферму. Anyone else? Еще какие-то вопросы? Okay. One more. Oh, Steve talks too much. I'll talk to you after class. Okay, we'll stop here. Srimad Bhagavatam ki. Srila Prabhupada ki.